Приветствую всех, друзья! Сегодня мы поговорим про те самодельные станочки, которые должны присутствовать в каждой домашней мастерской настоящего мужика. Причем сделаны эти станки довольно качественно и имеют вполне эстетический вид. Ну а для начала рассмотрим вот такой станок, который позиционируется как универсальный заточной. Состоит из нескольких блоков. Собственно, это электродвигатель со специальным поворотным кронштейном для фиксации на колонну, станина с колонной, ну и подающий механизм с механизмом крепления распиловочного диска. Ну а процесс довольно прост и не нуждается в комментариях. Единственное, что я бы поменял, то это механизм подачи. Ведь сделать автоподачу не так уж и сложно, но если пользоваться приходится редко, то и так сойдет. Ну а результат вполне ожидаем – острые зубцы диска. Как вы понимаете, это не единственная функция данного станка. Зафиксировав к столу еще один блок в виде направляющих с кареткой, на которой есть фиксирующий механизм с поворотом под нужный градус, мы получаем неплохой заточной станок для ножей фуганка. И тут опять же, если прям очень хочется придраться, то можно заметить, что у каретки есть подшипники только сверху. И это значит, что при работе необходимо будет постоянно прижимать каретку к направляющим. Но с другой стороны, станок не промышленный и для домашней заточки вполне сойдет. А как вам такой необычный сверлильный станок, собранный из того, что было, но зато выглядящий как заводской, конечно, если бы на заводе собирали колонны из профильных труб. Но спешу обрадовать, жесткости вполне хватает, если залить бетоном. Проверено. Станок, по-моему, классный, все детали собраны на болтах, что дает возможность быстрой замены износившихся деталей, как, например, подшипники кронштейна, да и нет проблем с введением металла при сварке. Все довольно просто.
Даже есть электронная регулировка оборотов шпинделя. И не смотрите, что двигатель от стиралки, зачастую мощности его вполне хватает. Не знаю, как вам, но по-моему роскошно, только циферблат с индикацией количества оборотов чего стоит. И ведь это не сарказм, ведь имея в мастерской токарный для шпинделя и еще один сверлильный для всего остального, можно вот такую красоту соорудить. А вот еще один крутой станок с довольно интересной непростой конструкцией, позиционирующийся как дибочный. Лично я первый раз вижу такую компоновку деталей. Станок сделан очень круто и выглядит вполне надежным. Возможно, вы заметили отсутствие второй опоры у ведущего вала. Однако она есть, и в конце вы ее увидите. Единственное, мне кажется, что настроить параллельность ведущего вала к ведомым в такой конструкции будет непросто. Но согласитесь, станок интересный. А у меня на этом все. Спасибо за внимание и надеюсь, вам понравилось. Всем пока.